В этом видео я покажу вам 5 моих сложных работ из бисера, одна из которых большая фигурка ведьмака Геральта из известной многим игры. Вы заинтересованы? Тогда подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и досмотрите это видео до конца. Будет интересно! Всем привет! Давно на моем канале не появлялись новые видео, и этому есть причина. Мое увлечение бисероплетения дает мне возможность плести оригинальные красивые поделки близким, чем я занялась на этот раз. Я решила сплести подарки на дни рождения мамы, бабушки и папы. Это заняло много времени, я очень старалась, и сегодня я хочу показать вам результаты своего труда. Первый мой подарок был сплетен маме. Это вот такой красивый бокал и бутылка вина. Она украшена гроздью винограда. Плелась бутылка в технике ручного ткачества. Из бисера, если вам интересно, в прошлом видео я показывала, как в ней работать. Помимо картинок, с помощью нее можно плести браслеты или объемную посуду, миски, кружки, бутылки и многое другое. Бутылка полая внутри, заполнена красным бисером, вином. Продолжим. Следующий подарок для бабушки. Сейчас у меня его на руках нет, но я покажу вам фотографии. Я сделала вот такую веточку с объемной клубникой. Такая клубника плетется из 2 отрезков проволоки, то есть 4 ряда, а листья примерно как лепестки бисерных цветов. На 8 марта я плела тюльпан. Его лепестки имеют такое же строение, что и листики клубники. Также на веточке есть цветок. И, наконец, последний, самый сложный подарок – Геральт из Ривии. В этой работе я совместила несколько разных техник, приложила огромное количество усилий. Я плела его около полумесяца. Расскажу вам чуть подробнее об этой работе. Волосы Геральта сделаны из пряжи. Она вплеталась между бисеринами каждого ряда, затем обрезалась до нужной мне длины. Лицо, как и вся поделка, плелось по скриншотам из игры. Я старалась сделать его образ как можно более детальным. Голова сплетена на 2 проволоках, то есть в 4 ряда. На этих же проволоках плелась и шея. Торс я плела уже на 2 других отрезках, и это был самый длительный процесс. Я соединяла ряды, чтобы они не расходились. Сверху торс сплетался, а потом крепилась шея. Таким образом, я сплела плечи. Ноги плелись в 4 ряда, потом прикреплялись к туловищу. Я проплетала не все ряды, вот здесь, так как в этом не было необходимости. 6 верхних рядов ног находятся внутри торса. Благодаря этому конструкция очень хорошо держится. В ногах есть каркас, причем довольно массивный. Благодаря ему поделка может стоять без дополнительных опор. Плетение рук я начинала с пальцев. Все плелось на одном отрезке проволоки. Перчатка плелась отдельно поверх готовой руки. Далее я вновь скрепляла ряды, чтобы руки не растягивались. Так как плетение в 2 ряда, здесь именно 2 ряда, гораздо сильнее может растягиваться, тем более от веса такой конструкции, чем плетение в 4, такие как торс, голова и ноги. Ближе к плечу плелись только верхние ряды руки, затем крепились к торсу. Делать это было крайне тяжело. К тому же необходимо скрывать все перекрученные концы проволоки. После того, как я закончила работу над основой поделки, я добавляла детали. Я сплела ведьмаку пояс в технике ручного ткачества, также 2 перекрещенных ремня. На шее у него медальон в виде головы волка. Я сделала его из осколков блестящих камней, склеив их. Вся эта работа происходила в секрете, так как я хотела сделать всем сюрприз. Также у ведьмака есть объемная кружка пива. Тоже подарок, сплетенный мною. Еще мне хочется показать вам несколько классных фотографий с участием Геральта.
Я надеюсь, что вам было интересно. К сожалению, мастер-классы пока что задерживаются, так как я потратила всю проволоку на свои последние работы. Пожалуйста, подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Мне будет очень приятно увидеть, что вы оценили мою работу. И в конце я бы хотела сказать несколько слов. Вы, наверное, заметили маленькую фигурку в красном плаще, которая сидела на заднем плане на протяжении всего видео. Это персонаж из Hollow Knight, также сплетенный мною недавно. Если вы знаете ее имя, можете написать об этом в комментариях. Это не единственный персонаж из этой игры, которого я сплела. Возможно, я расскажу вам об этом в следующем видео. До новых встреч! Всем спасибо!